конце 2023 года мы хотим подвести итоги наших с вами коллективных усилий, оценить, что удалось сделать нашим сообществам и взглянуть на достижения по каждому направлению работы организации Russian America for Democracy in Russia. Поехали! В 2023 году сообщество Радар приняли участие в глобальных акциях против путинской диктатуры, а также в поддержку Украины и в поддержку политических заключенных в России Алексея Навального, Владимира Карамурзы, Ильи Яшина и многих других узников режима. В конце января 24 города США организовали акции протеста в годовщину возвращения и ареста Алексея Навального. В феврале, в годовщину начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, наши сообщества вышли на акции по всей Америке. В последние дни февраля мы чтили память погибшего оппозиционного лидера Бориса Немцова. В апреле провели глобальную акцию защиты украинских детей. В августе организовали акции в рамках глобальной кампании «Putin is a killer». В октябре вышли с протестами на 1000 дней ареста Навального и в сотрудничестве с мемориалом провели памятные акции возвращения имен. В декабре сообщество Радар по всей стране провели пикеты и протесты в рамках кампании «Где Навальный?», привлекая внимание к исчезновению Алексея из колонии. С начала полномасштабного вторжения в Украину активисты сообщества Сакраменто 24 числа каждого месяца выходят вместе с украинцами к Капитолию штата Калифорния с акциями в поддержку Украины. Также активисты наших сообществ регулярно собираются на вечера писем политзаключенным, которым очень важна поддержка единомышленников. В этом году совместно с российскими оппозиционными организациями мы организовали и провели следующие встречи. С Леонидом Волковым в Денвере, Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке, с Иваном Ждановым в Майами, с Денисом Белуновым в Чикаго, Вашингтоне и Нью-Йорке, с Михаилом Ходорковским и Анастасией Шевченко в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, с Дмитрием Быковым в Чикаго, с Марией Певчих в Вашингтоне и Нью-Йорке, с Александром Подробинником в Нью-Йорке и Вашингтоне, с Павлой Свинзигой в Сакраменто и Вашингтоне. На встречах с Михаилом Ходорковским в Нью-Йорке и Вашингтоне мы собрали $4850 пожертвований за книгу Ходорковского «Как убить дракона». Половину этой суммы мы отправили в Украину медикам-россиянам из PTSD Med Team, которые помогают спасать жизни украинских защитников, а вторую – российским политическим заключенным по списку мемориала и зоны солидарности. Мы ценим такое взаимодействие с оппозиционными лидерами и общественными деятелями и надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество. В 2023 году мы поучаствовали в 4 крупных адвокационных кампаниях в Конгрессе США вместе с организациями украинской диаспоры. В марте и июне совместно с UCCA и в апреле и октябре вместе с American Coalition for Ukraine. Делегаты Радар из 8 штатов США приняли участие в этих адвокационных кампаниях. Также в 2023 году мы начали выстраивать отношения и контакты с так называемыми домашними офисами членов Конгресса, офисами, находящимися в штатах, чьим представителем является член Конгресса. Freedom Birds for Ukraine – это фандрайзинговый проект помощи вооруженным силам Украины и гражданским украинцам от антивоенно настроенных россиян. К концу 2023 года с помощью наших жертвователей мы собрали $170 тысяч. На эти деньги мы приобрели и отправили на фронт 44 дрона стоимостью от $600 до $10 тысяч каждый, 5 тепловизоров, 3 прибора ночного видения и потратили $16 тысяч на амуницию и обмундирование. Еще $12 тысяч мы потратили на гуманитарные нужды. В октябре наш проект поддержал известный
блогер и журналист Майкл Наки. Также наш проект поддержали Дмитрий Захватов, Елена Котеночкина, Евгения Чирикова. Мы активно помогаем Сибирскому батальону Интернационального легиона Вооруженных сил Украины. Деятельность Сибирского батальона координируется Гражданским советом, и в частности мы отправили $10 тысяч на приобретение обмундирования для Сибирского батальона. Также в 2023 году Радар организовал адресные спецсборы на гуманитарную помощь в США. В феврале мы помогли 3 украинским ветеранам с ампутациями, которые приехали на встречу в Вашингтон. В мае сделали экстренные сборы многодетной семье беженцев из России, которые остались без жилья. В ноябре помогли с покрытием расходов на перелет ветерану легендарного батальона «Азов». В декабре приобрели беговую дорожку до реабилитационного центра «Кандиц», где проходят лечение украинские ветераны с ампутациями. Флоридские активисты из организации New Freedom of Russia, которая входит в Радар и организует свои сборы для Украины через Amazon, собрали помощь на $93 тысячи, которая была направлена защитникам Украины и гражданскому населению, пострадавшему в результате вторжения. Адаптационные чаты, запущенные местными активистами, функционируют в сообществах Майами, Лос-Анджелесе, Сакраменто, Нью-Йорка, Колорадо и Сиэтла. В них обсуждаются и даются советы по самым базовым бытовым потребностям. Как арендовать жилье, как найти работу, русскоговорящего нотариуса, как выбрать детский садик и так далее. Также мы проводим адаптационные информационные онлайн-вебинары. К примеру, в июне совместно с Радар Чикаго был проведен вебинар об аренде жилья, а в декабре адаптационный чат Сакраменто организовал лекцию по налогам и бухгалтерии и сессию вопросов-ответов с иммиграционным адвокатом. В сентябре координатором Радар Игорем Слабых был запущен онлайн-курс начинающего иммигранта, в рамках которого он рассказал о Конституции США, а в ноябре о политических партиях в Америке. В декабре был объявлен набор группы на адаптационный 3-месячный онлайн-курс о том, как запустить и вести бизнес в США. Этот курс начинается в январе 2024 года. В июле совместно с другими российскими организациями Радар скоординировала петицию о поддержке вступления Украины в НАТО. Петицию подписали Антивоенный комитет, Гражданский совет, Форум Свободной России, Action for Life, организации российских диаспор в Турции, Австралии, Швеции, Германии, Финляндии, Италии, Испании, Великобритании. Делегаты Радар приняли участие в конференции российских демократических сил в Берлине в апреле и в Конгрессе антивоенных инициатив в Брюсселе в ноябре. В ноябре по приглашению Антивоенного комитета России, в который входят Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Сергей Алексашенко, Борис Зимин, Евгений Чичваркин и другие видные оппозиционные фигуры, Радар стал участником круглого стола Антивоенного комитета совместно с другими организациями российских диаспор за рубежом. Конечно, вся эта работа не осталась незамеченной российскими властями. В июле депутат Госдумы Луговой во время своего доклада с трибуны Госдумы упомянул Радар в списке потенциальных иноагентов. 19 ноября Куйбышевский районный суд города Омска заблокировал сайт проекта Freedom Birds for Ukraine на территории России. А уже 24 ноября Генпрокуратура по доносу Лугового признала Радар нежелательной организацией. Нервная реакция диктатуры на нашу работу только подтверждает, что вместе мы более эффективны и достигаем больших результатов. И значит, нам нужно продолжать. И в этом нам нужна ваша помощь и ваше участие. На начало следующего года назначена процедура переназначения Путина. Круглый стол антивоенного комитета запустил обращение к мировым лидерам о признании нелегитимности Путина после так называемых выборов 17 марта 2024 года. Мы просим вас подписать эту петицию. Нам важно продемонстрировать мировому сообществу волю свободных россиян и добиться международной нелегитимности путинской диктатуры. Мы продолжим оказывать помощь Украине и политзаключенным в России. Продолжим укреплять и развивать наше сообщество в США. Если вы поддерживаете нашу деятельность, помогите нам донатом, волонтерским участием
и распространением информации о нашей работе. Мы благодарны вам за то, что являетесь частью наших сообществ и принимаете участие в наших проектах. От лица всей организации Russian America for Democracy in Russia мы поздравляем вас и ваших близких с наступающим 2024 годом. Желаю вам победы сил добра и свободы над злом и диктатурой, успешной реализации всех ваших самых амбициозных планов, здоровья, благополучия и больше поводов для радости и гордости. До встречи в 2024 году.